Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Миртоглу Турецкие узоры. Добро пожаловать! Сегодня я хочу вам показать, как я вязала вот такие вот следочки. Следочки на 2 спицах. Сейчас я вяжу вторую пару темным цветом. Видео у меня будет светлые. Значит, следочки будут какую показывать. 2 цвета выставила, чтобы можно было сравнить. Вот такие на темном цвете, просто на видео будет сильно темно, поэтому вторую пару вот светлым решила заснять. Одну бросила, начала вязать вторую, сейчас довязываю первую. Значит, следочки на 36-37 размер я буду сегодня вязать. Вот эта вот вторая пара у меня на размер 39-40. Значит, все количество петелек и буду замерять в сантиметрах по ходу вязания на 36-37. Сейчас немножечко скажу о размере 39-40, если кто будет вязать. Что мы будем делать? Значит, так, по мыску, если у меня на размер 36-37 я набрала 27 петелек, всего у меня по мыску. Маленький размерчик, я еле его на манекен натянула. Манекен у меня 37 размер. В общем, на 37 впритык. То на 39-40 я набрала по мыску 31 петельку. И по подошве 29. Это кто будет вязать больше размер, значит, соответственно, и количество вот этих вот цветочков будет увеличиваться. Цветочки простенькие, с обвитием петель. Вяжутся очень быстро. Ну, как все у меня, все быстро вяжется. Значит, что нам нужно? Спицы у меня номер 2,5. Верх низ связала на 2 спицах. Верхнюю часть можно, ободок этот, связать просто платочной вязкой. Можно, как я обычно, бейку с подгибом вяжу. Это дело вкуса, на выбор. Что мне еще нужно будет? Круговые спицы. Тоже номер 2,5 я взяла. Нитки у меня акрил. 240 метров в 100 граммах. Обычный крючок нам понадобится. Петельки поднимать потом будем крючком. Ну вот все. В процессе вязания, я же, как уже сказала, в сантиметрах я это все замеряла. Ну что, начнем вязать. Вроде бы все сказала. Поехали. Начинаем вязание с мыска. Для этого обычным способом я наберу на спицу 11 петель. Первый ряд провяжу все лицевыми петлями. Со второго ряда по изнаночной стороне я мысок буду расширять. В начале и в конце ряда буду делать по одной добавке в каждом изнаночном ряду. Сейчас все провязываю лицевыми до конца. Последнюю петельку провязываю изнаночной, кромочную, изнаночная сторона. Первую снимаю, делаю одну добавку. Все остальные провязываю изнаночной. И в конце ряда также добавлю одну петельку. Еще одну добавила. Лицевая сторона, по лицевой вяжу все лицевыми. Добавок не делаю, как я уже говорила, только по изнаночной. Так я расширю, пока у меня не будет 17 петель. 17 петель будет на мыске, и я начну вязать первый цветочек. Расширила у меня 17 петель на спице. Дальше мы так и будем продолжать в каждом изнаночном ряду расширять. Я расширю, пока у меня не будет всего 27 петель. Это у меня на размер 36-37. Если у вас размер больше, 38, 39, 40, по мыску общее количество петель вверху наберите 31 петлю. 30-31. Ну, и опять же примеряйте, зависит от плотности вашего вязания, от толщины нити. Так, первый ряд узора сейчас у нас будем вывязывать первый цветочек. Первые 8 петель провяжу лицевыми. По лицевой стороне у нас все будет лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одну петельку сейчас будем обвивать. Первый цветочек у меня будет темного цвета.
Так, темный цвет подсоединила. Теперь средняя петелька. Сейчас подтянем это все. Вот эту вот петельку нам нужно ее обвить. Нить перевожу вперед, петельку снимаем, нить назад, петельку одела, петельку опять провела вперед и опять назад. 2 раза сделала обвитие петельки и провязываю ее основным цветом. Сейчас этот хвостик потом тут все это закрепим. Все, далее идем до конца ряда, вяжем все лицевыми. Изнаночная сторона. Первую снимаю, делаю добавку, вяжем изнаночными петельками. Так, вот у нас обвитая петелька. Перед ней петельку мы будем обвивать. Опять же, петельку переводим за работу. Сняли петельку вперед, опять обвели ее 2 раз. Все, петельку перевели, ой, петельку, ниточку перевели сюда, перед работой. Провязали это петлю изнаночной. Следующая у нас серединка будет голубым цветом, светлым цветом. Я их буду называть светлый и темный. Главное не забыть. Сейчас подвяжу ниточку. Так же само сделаем среднюю петельку. Нужно нам ее обвить 2 раза. 1 раз обвили и 2 раз обвили. Теперь провяжем ее белым цветом. Следующая у нас будет темным цветом обвитие. 3-я петелька темным цветом. Я ее снимаю. 1 раз обвила, 2 раз обвила и провязала ее. Все, далее идем до конца ряда изнаночными. В конце ряда не забываем сделать 1 добавку. Лицевая сторона. Все вяжем лицевыми. И здесь у нас останется одно обвитие посередине. Вяжем лицевыми. Так, среднюю петельку провязываю темным цветом. Перевела нить вперед, петельку снимаю, еще раз ее обвиваю, нить назад и провязываю лицевой. Все, дальше вяжу лицевыми. До конца ряда провязываем лицевыми и обратно по изнаночной стороне возвращаемся изнаночными петельками. Обвитий никаких не будет. Изнаночный ряд будет однотонным основным цветом. По краям сделаем прибавки. Изнаночный, возвращаемся все изнаночными. Второй ряд цветочка сейчас будем вязать. У меня на спице 21 петля. Так, что мы дальше сделаем? Первые 7 петель провяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, здесь пока еще расстояние маленькое, я буду делать, протяну ниточку, а дальше я
отдельные ниточки подсоединю, чтобы не было больших протяжек. Так, следующий ряд у нас будет голубым цветом, светлым цветом. Подтягиваем ниточку, наперед ее заводим, обвиваем один раз и второй раз. Провязываем лицевой ее. Далее 5 петель провяжем основным цветом. Раз, два, три, четыре, 5. Здесь будет большая протяжка, поэтому я новую ниточку подвяжу. Так. Между цветочками первая петелька, между первой и второй 5 петель расстояния. Обвиваю 2 раза. Беру основной цвет и провязываем обвитую петельку лицевой. Все, до конца ряда вяжем лицевыми по изнаночной, не доходя одной петельки. Цветочек у нас из 3 петелек состоит. Не доходя одной петельки, мы ее будем обвивать. Сделаем по одной добавке на изнаночной стороне. Изнаночная сторона провязалась 7 петель вместе с добавкой. Теперь берем светлый цвет, голубой у меня, перевожу нить, обвиваю 2 раза петельку, нить сюда и опять ее назад, то есть вперед, и опять обвили, нить перевели вот перед работой. Провязываем ее изнаночной, по изнаночной, изнаночной, по лицевой и лицевой. Так, теперь средняя петелька у меня будет темно-синяя. Я ее протяну из предыдущего цветочка. Обвиваем 2 раза. Один раз. И еще один раз. Так, теперь светлая голубая. Один раз обвили. Еще один раз обвили. Теперь между ними у нас остается 3 петельки. 3 петельки провязываем белым цветом. Основной цвет у меня белый. Опять одна светло-голубая. Обвиваем ее 2 раза. Средняя петелька будет темно-синяя. Так, темно-синий. Он у меня остался далеко. Включу новую ниточку. Раз. Обвили. Еще раз. Все, 2 раза. И провязали. Так, что у нас тут? Еще одна голубая. Раз. Два. Провязали. Все. Идем до конца ряда. Сделаем еще одну добавку. Переходим на лицевую сторону. Так, что у нас по лицевой стороне? Провязываем все лицевыми и посередине будем делать по одной петельке светлого цвета, голубым цветом у меня
буду делать обвитие. Вяжу все лицевыми. Так, дошли до серединки. Берем светлый цвет, голубой или какой там у вас будет. Провязываю лицевой. Все. Теперь идем следующий. 5 петель провязываем лицевой. Раз, два, три, 4, 5. Среднюю петельку обвиваю голубым цветом. Раз, перетянули. Второй раз. И провязала. Подровнять, подтянуть. Все, дальше вяжем все лицевыми по изнаночной стороне. Этот ряд второй с цветочками закончили. По изнаночной стороне провяжем все изнаночными основным цветом. Опа. Так, посчитаем, сколько у нас тут. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 петли, 24, 25, еще по 2 раза, по одной добавке будет 27. Вяжем изнаночную сторону. На спице у меня 25 петель. Сейчас будем вязать третий ряд цветочков. Темно-синим цветом я это буду вязать. Так, 25 петель на спице. 6 петель провяжем основным цветом. У меня белый. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Теперь берем темно-синий цвет. Нить перевели. Обвиваем 2 раза. Раз. Второй раз. Провязываем лицевую обвитую петельку. 5 петель вяжем белым цветом. Так, раз, два, 3, 4, 5. Опять обвиваем одну темно-синим. Где тут у меня есть ниточка? Вот она есть. Провязываем ее. Пять петель белым дальше. Раз, два, 3, 4, 5. Третий цветочек опять темно-синим цветом. Одну петельку обвиваем. Раз, два, вяжем до конца лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6 петель. По изнаночной стороне я сделаю последнюю добавку. Всего у меня будет 27 петель. И так я буду продолжать вязать мысок. Не довязываем одну петельку до серединки. Обвиваем синим цветом.
Раз обвили. И второй раз. Среднюю петельку светло-голубым цветом. Раз, два. И провязали. Третью опять синим. Два раза обвили и провязали. Так, теперь 3 петельки белым цветом изнаночными. Опять синим цветом обвиваем. Раз, два. Провязали. Средняя петелька у нас будет светло-голубым. Второй раз обтянули, обвернули, провязали. И третья темно-синим. Так будем чередовать ряды. Один темным цветом, один светлым цветом. И провяжем нужную высоту мыска. Так, что у нас тут осталось? Так, 2 синие сделали. Ой, что у меня голос охрип. Так, 3 петельки провязываем изнаночными белым. Дошли до цветочка. Одна темно-синим обвили. Раз, и второй раз. Среднюю обвили светлым цветом. Вот я подключу 3 нити. У меня здесь 3 цветочка, 3 разных нити. Потом буду их, все равно получатся небольшие протяжки. В конце вязания потом хвостики эти все попрячем. Но они не мешают протяжке. Тапочек не стягивается. Это не жаккард. Вот что можно затянуть. Так, и что у нас еще одна синяя. Еще раз. Обвили. Все, до конца довязываем белым, делаем последнюю добавку. Все, добавки закончились. Теперь будем вывязывать просто цветочки. Пришли на лицевую сторону. Так, что у нас здесь осталось? Посередине по одному обвитию темного цвета. Вяжем. Это у нас раз, два, три. 3 ряда цветочков. 4-й ряд цветочков у нас будет 4 голубых. Потом опять будет повтор у нас 3 синих. Потом опять 4 голубых. И закончу я мысок 3 синими цветочками. Когда закончу, в сантиметрах замерю высоту мыска. Я замеряла, но сейчас не помню, сколько это было. Так, где у нас тут темный цвет? Раз обвили и второй раз обвили. Провязали. Теперь идем до следующего цветочка, вяжем. Так, дошли до серединки. Синий цвет. Наперед. Петельку снимаю и обвиваю
петельку 2 раза, ниточку вперед-назад, вперед-назад, и провязываю ее. Так, последнюю. Еще раз. Последняя. Берем синий цвет. Петельку снимаю. Обвили один раз. Обвили второй раз. И провязываем. Все, остальные петли до конца ряда вяжем основным цветом. Изнаночный ряд, опять же, весь полностью провязываем основным цветом. Цветочки закончили. Придем на лицевую сторону. Начнем вязать 4-й ряд. Вот так вот выходит. Что у нас тут по изнанке? Хвосты попрячем. Вот так вот пока что. Так, далее, что я буду делать? 4-й ряд у меня будет цветочков. Раз, два, три. 4-й ряд. В 4-м ряду будет 4 голубых цветочка. Значит, 27 петель у меня на спице на мой размер. 4 я провязала. Одну обвиваю. Первый цветочек. Еще раз провяжу. Первый ряд. А там уже будем заканчивать самостоятельно. Так, теперь первый цветочек. Далее 5 петель у нас идет белым цветом. 2, 3, 4, 5. Следующий цветочек берем голубую нить. Обвиваем одну петельку. Вот над этой голубой новый формируем. Раз. И второй раз обвили. Так, идем до конца ряда. Так, раз, два, три, 4, 5. Новый цветочек. Раз. Два. И провязываем. Обвили 2 раза и провязали. Так, раз, два, 3, 4, 5. Так, и что здесь получается? Длинная протяжка. Я ее делать не хочу. Поэтому веду новую ниточку. Раз обвили. 2. И провязали. Так, что у нас осталось? 4. 4. Довязываем лицевой, переходим на изнанку. Изнаночная сторона. Первые 3 провязали изнаночной. Теперь одну петельку первую голубой обвиваем. Провязываем. Средняя у нас темно-синим цветом. Ну или темный какой-то у вас цвет будет. Обвили 2 раза, обкрутили. Провязали. И опять светло-голубым. Опять 2 раза обвили. Провязали. Через 3 петельки. Раз, два, три. Второй цветочек точно так же. Одну обвиваем голубую, среднюю темным цветом и опять светлым цветом обвиваем. Так дойдем до конца ряда. Одна голубая, следующая у нас идет темно-синяя.
И опять голубая. Все, вяжем до конца ряда. Лицевая сторона. Заканчиваем 4-й ряд вязать цветочки. Здесь что у нас осталось? Посередине по одной петельке сделаем обвитие. Точно так же, как мы делали в предыдущих рядах. Так, выводим нить наперед. Обвиваем 2 раза. Провязываем. Через 5 петель провязываем следующую, то есть обвиваем. Дошли до серединки, опять нить подтянули. Все, так вяжем до конца ряда. Изнаночную сторону цветочек закончим, изнаночную сторону мы вяжем без обвития, без прибавок после каждого законченного цветочка. Далее будем идти опять синим цветом, будем чередовать ряды, провяжем нужную высоту мыска. Я к вам вернусь и начнем вязать боковые стороны. Вот я закончу, как я уже говорила, 3 синими цветочками. Вяжем. Провязали нужную высоту мыска. Теперь сейчас будем делать разъем. Сейчас я это дело замеряю. Так, высоту он у меня 11 сантиметров. В ширину 10. В спокойном, в нерастянутом виде. Так, теперь каждая половинка верха тапочки у меня будет из 12 петель. Значит, первую половинку провязываем. Сейчас провяжем сразу голубой цветочек. Вот дошли до голубого цветочка. Сейчас мы обвитие одно сделаем. Так, 4 петельки, 1 голубой цветочек, 5 получилось петелек, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 и 12 с каждой стороны будет 24, и посередине 3 петельки я закрою. Одну провяжу и по 2 вот так вот закрою. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Все, дальше вяжем по 2 цветочка у меня будет на каждой половинке. Если размер больше, то тогда продолжаем вот как они лежат, по 3 цветочка получится. Ну, смотря какое у вас количество петель будет на мыске, там уже рассчитаете. Так, и в конце точно так же провязываю 1 голубой цветочек. Обвиваем, возвращаемся по изнанке обратно. И будем вязать боковую сторону из 12 петель, нужную нам длину нашей тапочки. Так, ну и также вяжем изнанку. Таким же способом, как вязали мысок, провязываем здесь цветочек. Потом провяжем еще один синего цвета. Так, заканчиваем этот ряд. Последнюю петельку буду провязывать кромочную изнаночной. Вяжем до конца. Провязали голубой цветочек. Следующий ряд провязали, как всегда, по изнанке однотонным цветом. Следующий у нас будет второй синего цвета. Так, первый. Я его немножечко сдвину на одну петельку поближе к краю. Раз, два, 3 петельки провязала основным. Теперь одну синюю. Опять соседи убиваются у меня. Надеюсь, слышно не будет.
одну синюю. Если вдруг будут какие-то крики на заднем фоне, это не у меня. Так, вяжем до конца ряда. Значит, в одном ряду будет одна у нас голубого цвета, а в следующем ряду одна синяя. По одному цветочку, так будем их чередовать до конца. До конца, до пяточки, пока довяжем. Опять же, длину примеряйте. Все, закончим точно так же синий цветочек и перейдем на голубой по изнаночной стороне. Продолжаем вязать. Сейчас я посчитаю, сколько у меня цветочков получилось в длину. Потом, когда закончу, замерю в сантиметрах. Но опять же, вы примеряйте по своей длине, потому что спицы, нитки, плотность вязания все равно у всех разная. Даже бывает, что размер 37, а вот у одних свободно, а у других впритык, как говорится, сидит. Поэтому, конечно, прикинуть лучше всего. Так, одну синюю провязали. Здесь одну голубую посередине провязали. Обмотали. Опять одну синюю. Все точно так же повторяем и довязываем. Потом перейдем, сейчас довяжем самостоятельно одну половинку. Перейдем ко второй. Ко второй половинке я к вам вернусь. Так, довязываем эту первую половинку нашего тапочка. Сейчас, смотрите, начинали мы с голубой. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и один ряд прошла я основным цветом. Опять же, по петелькам с боковой вот этой вот стороны у меня получилось 20 петелек, по-моему. 20 петелек, 20-21. Опять же, довяжу, замеряю. Но вы опять примеряете. Значит, как я уже говорила, у меня размер 36-37. Вяжем эту нашу половинку, встречаемся. Закончили вязать одну половинку. Так, сколько это у меня получилось в сантиметрах? 21 сантиметр. Теперь переходим на вторую. Продолжаем точно так же будем вязать, как и первую. Что я сделаю? Здесь ниточку обрезала. С изнанки вот сюда ее протянула, прикрепила. Теперь, чтобы здесь не было дырочки, я вот под первой петелькой протяну, сделаю одну петельку. И по изнанке провяжу эти две петельки вместе. Все. Итак, дальше вяжем цветочки по всей длине. Две петельки эти первые вместе провяжу. Ох. Плотненько так подтянуть. Все, у нас тут была набрана одна петелька. Мы ее продолжаем вязать, этот голубой цветочек. И точно так же закончим. Так, что у нас здесь? Опять обвиваем голубой. Два раза обвили. Провязываем цветочек до конца. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем вязать правую половинку, боковую часть тапочки. Голубой цветочек закончим. Потом через ряд начнем вязать синий. Так, вяжем до последней петельки, кромочную провяжу изнаночной. Что хотела сказать, у меня подошва будет светло-голубым цветом. Если же вы решите вязать основным цветом,
то тогда продолжите, вот как начнете, эту половинку продолжайте, потом перейдете к этой половинке, чтобы не обрезать нить. И вот я обрезала нить, потому что я буду вязать контрастным цветом, а вы так и будете продолжать. Мы сейчас будем набирать петли по всему тапочку, чтобы не обрезать нить этой же нитью, и пойдем дальше потом набирать петли. Вот это вот хотела сказать. Так, вяжем изнаночную сторону. Лицевая сторона. Следующий синий цветочек у нас темно-синего цвета у меня идет. Сейчас я его начало покажу, а дальше уже будем вязать самостоятельно. Так, вот не довязала 4 петельки до конца. Первое обвитие делаю. Все, второй цветочек положим. А дальше будем голубой, над голубым, синий над синим. Так и дальше будем продолжать вязать. Продолжаем. Так, что у нас здесь? Вот раз, два, три петельки здесь оставалось. Эту провязали, тоже у нас осталось 3 петельки. Одинаково. Все, продолжаем дальше вязать. Заканчиваем вторую половинку. Довязываем все цветочки. Закончим и перейдем к боковым сторонам, к обвязке тапочка и к подошве. Дальше дело пойдет быстрее. Все, обвиваем, продолжаем вязать цветочки. Все, вяжем. Закончили вязать обе стороны. Теперь перехожу к подошве, к боковым сторонам, потом подошву. Значит, на мыске отметили середину, среднюю петельку. Обе стороны сейчас будем набирать петельки, чтобы с обоих сторон у нас было одинаковое количество петель. Теперь что я здесь сделаю? Отвязала ниточку. Теперь вот эти вот петли, мы их не закрывали. Провяжу все контрастной нитью. 12 петель. Все провяжу лицевыми. Взяла круговые спицы на лёске у меня. Все 12 петель провяжу лицевыми. Далее набираем петли по всему тапочку. Под первой петелькой, под двумя дужками. Вытягивать будем петельку. Так. Все, так идем до конца. Дойдем до этой стороны. И точно так же провяжем здесь все 12 петель лицевыми. И обратно я вернусь лицевыми петлями. Сейчас наберу полностью петли. Посчитаем, чтобы у нас совпадали обе стороны по количеству петель. Дойдем до конца. Наберем здесь 12 петель. И обратно весь ряд вернусь лицевыми. Понятно, да? Все, набираем петли. Так, что я сделала дальше? Набрала петли по всему тапочку. Значит, один ряд по изнаночной мы первый провязали лицевыми. И еще один ряд я провязала лицевой. Вот у меня получился изнаночный и лицевой ряды. Теперь находим средние 11 петель для подошвы. Если у вас получилось четное количество петель, тогда оставим 10 петель для подошвы. И еще, значит, я опять сейчас подошву буду расширять. Я расширю до 27 петель. Если вы для большего размера набирали 31 петлю, например, то расширьте подошву, сделайте 29 петель. Немножечко на 2 петельки меньше, чтобы не было сильно широко. Но опять же, примеряйте. Так, начинаем вязать подошву. Подошву я буду всю вязать лицевыми петлями. Так, что у нас здесь? Первый ряд я провязала по изнанке. Добавок в первом ряду делать не буду. Сразу буду закрывать одну петельку с подошвы, одну петельку с боковой спицы, 2 вместе провяжу изнаночной по изнаночной стороне. Провяжем еще один лицевой ряд
И дальше по изнанке я начну делать прибавки, точно так же, как я делала на мыске, в начале и в конце ряда. Вяжу все лицевыми, последние 2 петельки по лицевой стороне закрываю вместе лицевой петлей. Две петельки вместе лицевой. Изнаночная сторона. В каждом изнаночном ряду теперь я буду делать в начале и в конце ряда по одной прибавке, расширять подошву. Расширю до нужного количества петель и дальше буду вязать по принципу. Ну да, мы же так соединяем. Перепутала с другой подошвой. Так, расширяем. Добираем петельки. Добрали одну петельку. Последние петельки закрываем. Я в тех моделях добавляла сразу с боковой спицы, поэтому сейчас у меня, когда много вяжешь в голове, иногда яролаж бывает. Так, 2 петельки провязываю вместе изнаночной. Все, перешли на лицевую сторону. Здесь добавок делать не будем. Вяжем плотненько все лицевыми петлями. Последнюю петельку закрываю, провязываю вместе с петелькой с боковой спицы лицевой. Так вот. Переходим на изнаночную сторону и опять делаем по одной прибавке. Вяжем изнаночными. В принципе, подошву можно вязать и другой любой вязкой, какой хотите. Но я хотела сделать уплотненную, но немножко стягивает, поэтому решила все лицевыми. Так, пришли в конец ряда, добавили петельку, 2 вместе соединили, провязали изнаночной. Все. Так будем продолжать вязать. Расширим до нужной ширины, до нужного количества. Закончим, довяжем до 5, дойдем. Значит, я что сделала на вот этом тапочке, вот эту вот уплотненной вязкой, провязала последние 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня оставалось 8 петель, и я начала вязать их уплотненной вязкой, и также провязала ими под задник весь, пяточку. Ну, это опять же по желанию. Я дойду, значит, сейчас провяжу до последней петельки, до 5, и встретимся, начнем вязать пятку. На этом, в принципе, практически все. Заканчиваем сейчас подошву, перейдем к пятке, вяжем. Закончили вязать подошву, провязали все до последней петельки. Сейчас будем вязать задник, пятую. Значит, у меня на спицах осталось по 8 петель. Я дальше буду вязать узором. Одну лицевую снимаю, одну провязываю, одну снимаю не провязанные, одну провязываю. И по изнаночной стороне все петли вяжутся изнаночными. Сейчас я также буду вязать пятку. Теперь петли подошвы. Что мы делаем? Распределяем на 3 спицы. Выделяем средние 12 или 13 петель, в зависимости, какое количество у вас было петель по подошве. Оставшиеся по бокам петельки я переношу на боковую спицу к 12 петлям, которые у нас с боковой стороны остались. Вот этот вот промежуток, который здесь остается, мы его сейчас закроем, сделаем здесь добавочную петельку, провяжем вместе, чтобы здесь не было дырочек. Теперь вяжем пятку подошву, пятку, задник. Значит, по изнаночной стороне вяжу все изнаночными петлями. Последние 2 петельки также соединяю вместе изнаночной петлей. Петелька с задника, с 5,
петелька с боковой спицы, 2 вместе изнаночной, переходим на лицо, первую снимаем, далее вяжу, одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю. И так буду вязать всю пятую. По изнаночной стороне буду вязать изнаночными петлями. 2 петельки провязали, 12-13, сколько у вас будет петель на пятке. Последние 2 петельки по лицу закрываю лицевой, 2 вместе провязываю лицевой. Все, развернулись. По изнаночной стороне все вяжем изнаночными. Последнюю петельку 2 вместе провяжу изнаночной. Так, вяжем пятую. Осталось у меня 12 петель боковых на спице. Здесь у нас получается небольшой разъем. Его нам нужно закрыть. Вот поднимем промежуточную петельку. И провяжем их вместе. Так, что у нас здесь осталось? Последнее. Одну подняли. Провязываем вместе. Все, закрыли. И точно так же сделаем с обратной стороны. Вяжем до конца ряда. Одну лицевую провязала, одну сняла не провязанной, одну провязала, одну сняла, провязала, сняла, одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Так, теперь последняя. Видишь, у нас вот подхватили. Все, закрыли. Дальше вяжем, как обычно. Закрываем, довязываем до последней петельки. Закроем все петельки, провяжем все петельки. Закроем петли по пятке. И будем набирать по верху тапочка. Обвяжем тапочек. Тоже здесь будет обвязка на выбор. Можно и бейкой обвязать, можно и платочной вязкой обвязать. Что сейчас сделаем? Все, дырочки нету, закрыли. Заканчиваем наш задник, вяжем. Так, что я сделала? Закончили вязать пятку, закрыли петли. Теперь можно продолжить набирать голубым цветом, но у меня ниток практически не осталось, поэтому я буду набирать белым цветом. Значит, 2 варианта, а может и больше. Что я сделаю в этот раз? Как обычно, обвяжу беечкой. Подробные, как я ее вяжу, есть практически в каждом моем ролике, в каждом видео. В конце видео можно пролистать, посмотреть. Для этого по всему тапочку на 4 спицы я наберу петельки. Первый ряд провяжу изнаночным, остальные ряды провяжу все лицевыми по кругу. И сантиметра 3-4 желаемую высоту провяжем. И потом с изнанки примонтируем. Так что сегодня я подробно это опять показывать не буду. Так что в каждом ролике есть, заканчиваю я такой же бейкой. Или же можно набрать также петли по всему верху. И просто один ряд изнаночный, один лицевой. Один изнаночный, один лицевой. Провязать несколько рядов, сколько вы хотите, 1,5 см, и закрыть петли. Вот так вот можно сделать. Или же просто обвязать крючком. В общем, вариантов много. Все понятно, да? Надеюсь, на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь. Вот так быстренько заканчиваю. Набираем петли. Заканчиваем тапочек. Делаем обвязку. Вот так вот. Все. Всем пока-пока. До новых встреч.